Всем привет, это Роман Гаузов, канал Moments of History. Сегодня у нас речь пойдет об еще одном гении. Гений, да. В общем-то, сегодня у нас история человека, который создал в том числе вот это. В том числе еще надо было побольше всего взять. В общем-то, Стив Джобс у нас сегодня. Устраиваемся поудобней. Поехали. Стив Джобс родился в 1955 году в очень интересной такой семье. У него отец сириец. В общем, его отец и мать, их брак, в общем-то, был не очень желанным. Вот, и поэтому, когда мать родила Джобса, она дала его в приемную семью. А семья приемных родителей не могла иметь детей, поэтому с удовольствием взяла на воспитание маленького мальчика, но было одно условие, что он должен получить обязательно образование. И отец будет всю жизнь приемный копить деньги на то, чтобы Стив Джобс получил образование, которое ему будет не нужно. Его приемный отец был автомехаником, он пытался его, сразу привлечь к этому, но Стива Джобса больше интересовало программирование. Что поделать? В общем-то, отец такой, ладно, программируй. Вот. В начальной школе Джобс создавал учителям проблемы, и вообще всю его жизнь он всем создавал проблемы. Вот. С учебой особенно ему казалась учеба очень скучной, формальной, неинтересной, и вообще, какого хрена я здесь делаю. Вот. Только некоторые преподаватели смогли найти к нему подход, и у них он учился хорошо. Вот. Но с остальными, в общем-то, не особо. Когда ему исполнилось 16 лет, он решил, что пора делать что-то самому. В это время у него возникает конфликт с отцом, значит, он ударяется в хиповство, слушает, Боба Дилана, Битлз, отращивает себе длинные волосы, начинает употреблять наркотики, ЛСД, наркотики плохо, сразу пропаганда наркотиков нет, это плохо, но помимо этого он начал заниматься непосредственно созданием чего-то своего, и здесь он знакомится со своим тезкой Стивом Возняком, со Стивом другим, и они начинают в гараже, мастерить. Все их первоначальные изобретения, которые делались в гараже Стива Джобса, были сначала такими больше развлекательными мероприятиями, но потом они стали продавать свои устройства, и они стали продаваться. Вот. Потихонечку дальше Джобс начинает увлекаться, всякими вегетарианством, духовными практиками, буддизмом и всем остальным. В основном он везде расхаживает босиком, такой весь дитя природы, хиппи, все дела. Вот. В общем, очень своеобразный парень, об этом мы еще с вами скажем чуть попозже. Вот это увлечение хиппи сказалось на его личной жизни, он был очень любвеобильным парнем, у него было много девушек, да. Вот. Хиппи же все-таки свобода, любовь, все дела. Вот. И дети у него были в итоге. Дочь свою он признал только после ДНК-теста. То есть он отказывался от нее, потом признал, пытался с ней наладить взаимоотношения. В общем, очень своеобразный человек. С обучением у него тоже не сложилось. Его отправили туда, в общем-то, получать образование. И он решил не получать образование и свалил. Тем не менее, потом, когда он успокоился, немножечко более-менее пришел к какой-то норме, если это можно так сказать, у него появилась жена, Лорен Пауэлл, у него и дети, и все было хорошо. Он любил жену, жена любила его, и, в общем, все, хэппи-энд, все классно. Но здесь начинается история компании Apple. Значит, техника Apple – это гениальная вещь, да, это гениально, и, в общем, все такое красивое, крутое, хорошо работающее, но Стив Джобс был достаточно человеком таким, который не любил себя показывать очень крутым. Все, я думаю, знают, что он в основном ходил в одной и той же одежде почти всю свою жизнь. Значит, черненькая водолазка, джинсы одной фирмы,
2 вида часов у него было, повседневный и там супер-лакшери, и автомобиль. Крутые автомобили, одинаковые, с которыми он провел тоже всю жизнь, ездил на одной и той же машине без номеров постоянно. По законам можно у них в Америке, полгода ездить без номеров. И он каждые полгода покупал себе новую машину. И, в общем, начинается история компании Apple сразу с персональных компьютеров, которые, правда, сначала не снискали большого успеха. Когда создавался Apple I, Джобс себя проявлял таким очень авторитарным лидером, да, что должно быть только так, и, в общем, никак иначе. Самый фурор, наверное, произошел сначала, когда появился Apple II, потому что Стив Возник придумал там супер новую систему. После Apple II будет, значит, Apple III, Apple Lisa, Macintosh. Компания процветала, все было замечательно, но была одна проблема – это Стив Джобс. И его дурной характер Стив Джобс всех бесил. И будет он всех бесить все время, несмотря на то, что он гениальный мужик, он будет всех бесить. И его из компании, в общем, выперли из своей же компании, которую он создал. Сразу после ухода Стив Джобс такой, ладно, из моей компании меня выперли, создам новую. Он создает компанию Next и пытается, значит, этой компании вставлять Apple палки в колеса, что логично. И кроме этого, он очень интересовался графикой и хотел, значит, компанию себе, которая будет ему рекламу делать крутую. И он купил Lucasfilm, Pixar. Но потом как-то он посмотрел, что мультики-то вроде неплохо так заходят людям, и начал, значит, Pixar толкать на создание мультиков. И чего? История игрушек. И, значит, куча всяких еще замечательных мультиков, которые до сих пор создаются Pixar. Значит, эту компанию, по сути, сделал Стив Джобс. Потом он ее продал Диснею, заработал кучу денег. Свою компанию Next он тоже продал, собственно, компании Apple, куда его вернули, потому что он был офигенно успешным парнем. То есть мы ему благодарны еще и за Pixar. Его мультики этой компании до сих пор получают и Оскары, и там что только, в общем-то, не получают. Красава. После возвращения в 96 году, значит, первым таким большим проектом новым у нас будет iMac, компьютер iMac, с футуристичным дизайном, и все такие: о, елки-палки, вот это компьютер, и пошло-поехало. Значит, дальше Стив Джобс, все презентации Apple, которые были, все ждали Стива Джобса, потому что он выходит, и это прорыв. Стив Джобс делал все наперед в будущее, да, то есть не кого-то догоняя, а диктуя моду. iPod, iPhone, iPad, iMac, и все. Значит, очень крутые презентации, которых, конечно, сейчас уже нет, таких презентаций, когда, да, он выходил, типа, смотрите, планшет, опа, и все. И все люди в зале такие: и в восторге. Такого сейчас нет, но, тем не менее, да, он оставил большое наследие. App Store, опять же, это все его творение, эта вся экосистема, которая есть у Apple, это все Стив Джобс, идея его, да, что зачем нам какие-то эти соединения, да, потом главный конкурент, конечно же, это Android, да, но типа, его нафиг. У нас все хорошо, у нас все свое. Берешь телефон, он у тебя ко всему подключается. Кайф же. Зачем нам эти странные эти ребята? Да, и я раньше не любил iPhone, честно. Да, потому что денег не было нифига на это дело, все. А когда я себе купил телефон, а потом купил планшет, и, такой типа, все говно. Вот это будущее, это круто. Наушники вообще бомбические. AirPods, понятно, что это сейчас делалось все уже без Стива Джобса, но, шумоподавление, красота, все без проводов, которые путаются постоянно, это же кайф. Apple, можно мне да, давайте, я могу вас прорекламировать, если хотите.
Стив Джобс прожил не так, чтобы уж долго, у него были проблемы со здоровьем, но вообще очень часто у него были проблемы со здоровьем, а он же там вот увлекался нетрадиционной медициной, вот этими всеми духовными практиками, он считал, что он так может типа все излечить, но у него был рак. Рак, так известно, не лечится такими методами, вот, ну, и был даже случай, когда ему Тим Кук предлагал, собственно, фрагмент своей печени, потому что у них там с группой крови, в общем-то, все похоже. Но он отказался, в общем, жил вот сколько мог, боролся со всем этим делом и в итоге все-таки не победил, да, умер в 2011 году. Тим Кук стал, соответственно, его заместителем, получается, и вот до сих пор он руководит компанией Apple. Многие говорят, что после Джобса ушла вот эта вот особенность Apple, да, но как бы не печатают таких людей на конвейере, да, вот, чтобы все прям гениальные были. Но Стив Джобс оставил нам наследие, оставил, да, шаг в будущее, ну а дальше уже как пойдет. Естественно, как только Стив Джобс умер, начинается, значит, много всяких книг, фильмов, там что только не начинается. Поклонники, значит, все ходили к центрам Apple, возлагали цветы, да, книги, значит, биографичные, небиографичные, фильм там с Эштоном Кучером, ну неважно, короче, да, все вот про Стива Джобса, потому что человек реально изменил индустрию, человек просто был крутым, нестандартно мыслящим гением, реально. Много историй же там, как он экран менял за полгода до выхода телефона, ну и так далее, в общем, гениальный парень. Компанию Apple и подход Стива Джобса очень классно передает цитата. Причем цитата не Стива Джобса. Вот. Ну, она ему очень нравилась. Значит, хоккеист, есть такой замечательный Уэйн Грецки. Вот. Цитата следующим образом звучит. «Я там, куда шайба прилетит, а не там, куда она прилетела». Ну, короче, типа, да, уже вот куда идет все, Apple уже делает это до того, как все это поймут. Как обычно, рубрика «Интересные факты». Начнем с факта вот такого. Значит, 12 лет, когда он там мастерил очередное свое изобретение, он был, ну, вообще очень таким наглым пареньком. Он написал письмо одному из соучредителей вот этой замечательной компании. Да, Хьюлетт Паккард, и, собственно, говорит, деталей мне не хватает, дай мне детали, короче. Ну и что вы думаете? Он такой, ну, ему выделили детали, и более того, еще и позвали его на стажировку в HP. Просто парень написал, и ему ответили. Вот, это очень действенная штука. Наглость иногда полезна. Когда он работал в компании Atari, он, значит, ну, уже тогда не ел мясо, он же был, да, вегетарианец, там, веган, вообще убежденный, у него была своя диета, вот, и его вот это убеждение привело к тому, что он перестал мыться. Ну, типа, мыться плохо, вот, и он ходил везде, вонял. Вот, людей это не нравилось, ну, людям это не нравилось, но он и босиком ходил, еще и, ну, вонь, еще и волосы длинные, ну, в общем, там, его очень часто, короче, оставляли работать в ночную смену, чтобы он с людьми не пересекался, потому что это жопа, вот, и он очень часто так приезжал на всякие встречи, там, типа, здрасте, вот, я Стив Джобс, вот, потом, конечно, да, стало получше, но... У него вот была вот такая убежденность, что он прав. Все, вот он прав, значит, так и должно быть, значит, так и надо, и мне пофигу, в принципе, на всех. Вот. Это очень многих бесило, но с некоторыми вот срабатывался. В 1973 году, как и любой вот этот вот просветленный человек, буддист, в общем, он поехал туда, в Индию, в путешествие с целью найти гуру, чтобы, в общем, прийти к просветлению. Ну, у него ничего не вышло, он переболел дизентерией, вернулся в США, бритый нагло, ну, налысо, в общем-то, да, без просветления, в традиционной одежде. Вот, но, по крайней мере, в Индию съездил, посмотрел мир. Вот, ну, в общем, не удалось. Все, наверное, кто пользуется компанией Apple, знают, что открывать новые устройства их, это очень приятное занятие. Да, вот эта вот коробочка, которая так вот очень, блин, красота. Почему?
Стив Джобс был таким очень перфекционистом, он считал, что все должно быть идеально, поэтому он нанял людей, штат людей, которые занимались распаковкой, типа, чтобы довести до идеала, чтобы человек брал и такой, о, да, iPhone, да, то есть даже вот такая мелочь, коробка, да, с техникой должна открываться приятно, должно быть круто. Подход просто бомба. Вот, ну и еще один факт, значит, когда он там уже, с раком все, значит, было понятно, что, скорее всего, он скоро умрет, он начал советоваться, что ему делать с активами. Ему там предлагали разные идеи. Угадайте, кого он послушал? Никого. Он оставил все на счетах и, в принципе, решил не запариваться. Значит, вот почему бы нет. Стив Джобс – гений, странный парень, который своим взглядом в будущее толкал индустрию вперед, который очень-очень-очень многих опередил в своих взглядах и создал гениальную корпорацию, даже не одну гениальную корпорацию, получил очень много денег, был своеобразным, конечно, таким себелюбивым, но талантливым. Цензура. В общем, такая вот история. Не бойтесь мечтать, не бойтесь просить, не бойтесь делать то, что вам нравится. Это главный посыл, наверное, который мы можем от Стива Джобса получить. Можете, кстати, написать в комментариях, какой техникой Apple пользуетесь вы, потому что какой-то техникой Apple вы точно пользуетесь. Я уверен в этом. Поэтому пишите в комментариях, подписывайтесь на социальные сети. В общем-то, все понятно, все классно. Ждем вас на новых выпусках. Учите историю. Всем пока.